Приветствую, друзья! Сегодня я вам покажу, как я реставрировал прямой диван Еврокнижку. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Вот что со временем происходит с кожзамом. Он трескается и осыпается. Вытаскиваю наполнитель подлокотников. Потом им необходимо будет придать дополнительную пышность. Откручиваю упоры, механизмы, ножки. Все, что необходимо открутить и снять. Начинаю расчехлять диван. Для этого использую скобоудалитель, плоскогубцы и кусачки. С ножками попросили придумать что-нибудь побюджетней. Сначала пленку подклеиваю, а после протираю 646-м растворителем. Убираю излишки клея. Дополнительно прокрашиваю маркером просветы. Такой маркер можно купить в магазине мебельной фурнитуры. Продолжаю расчехлять. Наполнитель верхней подушки под замену. С сидушки снимаю старый синтепон. Убираю поролон, укрепляю каркас, скручивая на саморезы по периметру. Поролон остается старый, так решил заказчик. А вот синтепон по-любому ставлю новый. Наполнитель подлокотников дополнительно оборачиваю в слой осилекса и синтепона. Осилекс мягкий, но более упругий. В свою очередь синтепон более мягкий, но заполняет углы, скрывает неровности, придает воздушность изделию. Необходимо хорошо разравнивать углы и края. Вырезаю поролон на верхнюю часть сидушки, склеиваю между собой и получаю высоту 60 мм. Важно склеивать поверхность поэтапно, не всю площадь целиком. Далее слой силекса и синтепона, оборачиваю потом все в тонкий спанбонд плотностью 17 грамм, чтобы лучше скользил при одевании чехла.
Остальные элементы дивана также разбираю по старой схеме. Сломанную планку ДСП меняю на 15-мм фанеру. Дно ДВП фиксирую саморезами. Места крепления ножек усиливаю планкой из фанеры. Ножки также фиксирую на саморезы. Засовываем наполнитель в отшитый чехол и не забываем разравнивать углы и края. Далее приступаем к обтяжке основной сидушки. Выравниваю углы, прибиваю внутренний шов. После прибиваю нижний край ткани. Ставлю на место реанимированные ножки. Натягиваю заднюю часть ткани. Одеваю и обтягиваю заднюю спинку дивана. Чтобы легче одевалось, использую тонкий спанбонд. После обтягиваю белевой ящик. Прикручиваю оставшиеся механизмы и фурнитуру. Диван готов. Спасибо за просмотр.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите свои комментарии, делитесь своим мнением. Всем пока!